Привет, меня зовут Вовыч Калинкович, это канал Heroes Charge, новости, советы, тактика. И сегодня будет не совсем обычный выпуск, а необычным он будет из-за того, что игрового процесса будет меньше, чем моего фейса. Потому что я хочу поговорить о проблеме, которая волнует практически всех новичков с самого первого захода в игру. А именно, кого же, качать? А ведь и правда, в игре помимо элитной кампании есть еще 4 магазина с 8 или 9 героями в каждом. Тут у любого глаза разбегутся. Но начну разговор все-таки с элитной кампанией. Самым сложным местом для фарма новых героев. Сложно оно потому, что, во-первых, зависит от вашего уровня команды. То есть, чем больше уровень команды, тем больше локаций у вас открыто. Больше локаций у вас открыто, больше выбора для фарма. Вторая сложность заключается в вашей удаче. У персонажей, которые добываются в элитной кампании, обычно есть по 2-3 локации, где падают камни их душ. Как правило, из 3 попыток с каждой локации падает по 1 камню души. Но это как правило. Вам вообще может ничего не выпасть. Короче, все зависит от вашей удачи. Так кого же там собирать? Сейчас я вам представлю 5 героев, без которых вы не сможете обойтись на протяжении всей игры. И, пожалуй, начну с военачальника, он же Леорик. Хоть этот дядька и становится полезным только с повышением на фиолетовый уровень, лучше начать его собирать сразу же при первой возможности. Ведь, как гласит древняя мудрость, чем раньше начнешь, тем быстрее 5 звезд соберешь. А это, я вам напомню, 330 камней душ. Леорик — это один из самых универсальных танков ЭДД, которого можно впихнуть практически в любую пачку на арены, рейды, испытания, порталы и так далее, даже на корабль можно. Но все же стоит упомянуть, что на 72 уровне военачальник станет немного проигрывать пьяному мастеру, но уже на 87 уровне он вернет свою былую силу вплоть до 90 уровня. Далее посоветую обратить внимание на Медузу. Как и военачальник, она не сразу начинает рвать и метать всех и вся. Для этого ей потребуется уровень побольше, а именно 73. Именно на этом уровне она получает лист Крэлна, который даст ей уклонение, а также добавит немало физического урона. Этот факт дает вам достаточно времени, чтобы открыть ее, а также возможно собрать ей 4-ю звезду. Спектр применения Медузы тоже довольно широк. И вы спокойно ее можете использовать на корабле, в компаниях, физических и женских испытаниях, а также набивать приличный урон на промежуточных стадиях гильдейских рейдов. Главная особенность Медузы — это ее первое умение, а именно превращение противника в камень на 6 секунд. В связке с ее 3-м умением, а именно перекачкой энергии противника к себе, она становится самым лучшим персонажем с массовым контролем. А теперь я хочу обсудить с вами героя, полезного для гильдейских рейдов — Дикаря. В простонародье — Селедка. Как по мне, так он является самым подходящим для этого дела танком. Он обладает достаточно хорошим запасом здоровья, урон такой у него неплохой, скажу я вам. А самое главное его достоинство — это то, что он умеет снимать броню у врага. Конечно, кроме рейдов его можно использовать на арене, однако только до фиолетового уровня улучшения, так как на этом уровне танковое лидерство займет военачальник. А еще он пригодится на гранд-арене в качестве танка для 2-й команды. Ну и конечно же физические испытания, куда же без них. Следующим на очереди у нас идет Глушитель. Своими способностями он не даст магам противника полностью реализоваться на арене. Также не стоит забывать про 4-е умение, которое превращает автоатаку из физической в святую. Она игнорирует магическое сопротивление, броню, а также от нее невозможно увернуться. Не имея глушителя, вы не сможете нанести достаточно большое количество урона по 11-му боссу гильдейского рейда. Также глушитель полезен в физическом испытании и на боссе-роботе в портале в чужеземье. Ну и последнее в очереди, но не по значимости, у нас будет Тень Листвы. Некоторые удивятся. Парень, зачем ее фармить в компании, если она падает с сундуков за золото? Ответ прост, вначале просто нет денег на сундуки.
А она должна иметь 2-3 звезды при переходе на фиолетовый уровень улучшения, ведь тогда у нее открывается 4-е умение, которое усиливает ее практически в 2 раза. Применять ее можно тоже практически в любом аспекте игры, но особенно хорошо она себя проявляет в гильдейских рейдах, где она своим союзникам дает ощутимую прибавку к силе атаки. А на арене она к тому же не дает магам противника использовать свои способности за счет своего умения накладывать молчание. С элитной кампанией вроде закончили, пришло время пробежаться по магазинам. И начнем мы с арены. Первым героем с магазина Арена я рекомендую собирать Старое Проклятие. Во-первых, он универсален. Он вам поможет и на арене, и в магическом испытании, и на Северном Драконе в портале Чужеземья, а также он является отличным массовым контролем, который сделает чуть-чуть проще прохождение вашего корабля. Во-вторых, он начинает тащить сразу же при открытии, то есть вам не надо ждать определенного уровня или количества звезд. Почему именно он, а не Рыцарь Смерти? У Рыцаря Смерти нет такой широты возможностей. На арену он не катит, а кроме корабля его особо и использовать-то негде. Проще уже найти гильдию, где он есть в лагере наемников. У Пьяного Мастера больше возможностей для применения, чем у Рыцаря Смерти, однако полностью он раскрывается только на 72-м уровне, что делает его не таким универсальным, как Старое Проклятие. Про остальных героев даже упоминать не буду, они вам потребуются не раньше 90-го уровня. Перейдем к магазину корабля. Магазин, где проще всего собираются герои. Если вы, конечно, каждый день полностью проходите корабль. И тут мой выбор пал на Командос. Многие недооценивают ее 5-секундный баф в начале боя. И зря. Благодаря этому бафу ваши герои быстрее набирают энергию, а значит быстрее ультуют. Командос будет стабильно использоваться вами для защиты атаки на арене вплоть до 80-х уровней. Также ее можно спокойно ставить в рейды, так как она дает ловкость союзникам, а также во все испытания. Почему Командос, а не другие? Она попросту более универсальна. Вот Мистик или Феникс принесут какую-нибудь пользу в рейдах или физическом и женском испытании? А? Неа, ни хренашечки. А Командос принесет. В гильдии ситуация обстоит сложнее, так как скорость покупки персонажей там зависит и от активности гильдии, и от вашего урона в рейдах. И вот именно из-за урона я вам советую собирать ниндзя. На данный момент ниндзя является персонажем с самым большим физическим уроном. Имея хорошую команду для рейдов, с участием ниндзя вы гарантируете себе стабильный приток гильдейских монет. А чем больше этот приток, тем быстрее вы покупаете новых героев. Кроме рейдов, ниндзя можно использовать на корабле, для быстрого вырезания задних рядов противника, а также в физическом испытании и, конечно же, на арене. Ну и наконец, магазин Гранд Арены. В него разработчики поместили самых сочных персонажей. Суки такие. Тут есть несколько путей развития. Вам надо для себя решить, что для вас важнее. Арена, гильдейские рейды или легкое прохождение всяческих испытаний и порталов. Если вы прирожденный гладиатор и не можете спокойно заснуть, пока не займете топ арены, то собирайте тлеющего клинка и павшего владыку. Если вас интересуют гильдейские рейды, то, пожалуйста, облачный странник. Но если же вас интересует универсальность в плане прохождения арены, порталов, испытаний, корабля, в общем, любых аспектов игры, то собирайте Мага Смерти. Конечно, всех 4 можно использовать и на арене, и в рейдах, и везде, но каждый из них проявляет там себя по-своему. Кто-то лучше, кто-то хуже. Поэтому я для себя их собирал в такой последовательности. Сначала Маг Смерти, потом Облачный Странник, потом Тлеющий Клинок и потом уже Падший Владыка. И ничуть об этом, в принципе, не жалею. Фух, ну что, вот вроде и все. Я специально не стал описывать каждого героя, а прошелся только по самым нужным, первоочередным. Ведь вам самим для себя тоже надо придумать свою собственную стратегию по развитию в игре. Иначе, какой же тогда интерес? На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Увидимся в следующем выпуске.